Приветствую, друзья! Кроме RAV MD1 в новую линейку ЦАПов от компании SMSL входят также RAV DAC1 и старший RAV Pro DAC1. Сегодня я предлагаю сдвинуться по цепочке дальше и поговорить о обычной версии DAC1. Тем более, что базируется он не на ESS, а на свеженькой сцепке флагманских чипов от Asahi Kasei с какими-то просто запредельно низкими искажениями и поддержкой MQACD. В остальном у нас все тот же XMOS на USB, Qualcomm на Bluetooth и аудиофильский I2S вход в качестве изюминки. Вкратце, аппарат просто фантастический. О нем говорим. Поехали! Коробку для него сделали в черно-красных тонах, обратив наше внимание на ту самую связку чипов от Asahi Kasei. В комплекте идет инструкция, какая-то карточка, пульт управления, Bluetooth антенна, простенький Type-C кабель и стандартный уже шнур питания с заземлением. Пульт матовый с возможностью регулировки громкости, переключения входов и выходов и перемещения по системному меню. Размерами он, естественно, ближе к остальным решениям из данной линейки, а значит чуть больше в глубину и в ширину, чем усилитель для наушников SMSL HO200, если вы вдруг захотите использовать их связки. Никаких дизайнерских срезов и скосов нам не сделали, зато все логично и предельно функционально. Спереди находится новый улучшенный дисплей с пиктограммами и многофункциональный регулятор с тактильно приятной механикой. Вращая его, мы, естественно, меняем уровень сигнала, а по нажатию попадаем в системное меню, где можно выбрать один из 6 выходов и один из 3 вариантов входа, любой из 6 цифровых фильтров для PCM и 2 для DSD потока, направление фазы, звуковой окрас, включить режим с фиксированной громкостью, выбрать язык, и настроить непосредственно сам дисплей. Как видите, тут нет подстройки джиттера, да и окрас осуществляется по несколько иному принципу, чем было в решениях на чипах ESS. Сзади имеем балансный XLR и обычные RCA выходы, USB на разъеме Type-C, аудиофильский вход I2S, резьбу для Bluetooth антенны, кнопку питания и 2 пары оптики с коаксиалом. По начинке тут связка из флагманских чипов Asahi Kasei AK4191 и AK4499X, XMOS XU316 на USB и Qualcomm на Bluetooth с aptX HD и LDAC кодеками. На всех системах ЦАП определяется автоматически, однако под Windows я бы очень рекомендовал поставить фирменный драйвер. Так вы сможете откорректировать задержку и использовать профессиональный ASIO интерфейс. Для работы по Bluetooth, конечно же, ничего делать не нужно. Замеры я проводил в 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на ACP и Wanda Cosmos. В результате RCA пара показала себя примерно на том же уровне, что и XLR. Приемлемая, хотя и не идеальная АЧХ, шумы на минус 158 дБ, высокий динамический диапазон и просто потрясающее разделение каналов. Да, на RCA видны наводки от сети, но и они где-то за пределами человеческого слуха. Гармонические искажения на XLR составляют минус 133 дБ, а на небалансном выходе минус 130 дБ, что в процентах составляет 7,8 соответственно. При этом интермодуляционные искажения на балансном выходе достигают минус 135 дБ, а на RCA минус 130 дБ. Все медленные фильтры еще сильнее сглаживают АЧХ, в остальном же все плюс-минус одинаково для каждого из режимов. Куда интереснее, на мой взгляд, посмотреть, что же делают со звуком варианты окрашивания. Но и тут, как оказалось, без откровений. По факту есть лишь подъем всего набора гармоник на незначительную величину. На слух же звук становится очевидно жирнее.
И еще один нюанс. Вопреки заявленным 5 и 2,5 в РМС, на XLR здесь 4, а на RCA стандартные 2 единицы. Звучание же RAV DAC 1, на мой взгляд, вплотную подошло к моему любимчику DO300. Что и неудивительно, ведь там и там стоят флагманские чипы, да и ценовой сегмент у них как бы соответствует. Однако небольшие отличия я все-таки отметил. Для начала разберемся. В DO300 использован чип ESS ES9039 MS Pro, который идет во флагмане этой линейки RAV Pro DAC 1. А у нас связка из AK4191 и AK4499E, как и у более дешевой модели SMSL DO300X. То есть сам производитель очередной раз подчеркивает главенство флагманских решений ESS над Asahi Kasei. На мой слух разница тоже есть, но она прямо еле уловима. Оба варианта звучат совершенно фантастически. Взросло, масштабно, напористо, очень подробно и в то же время невероятно мелодично. Я включаю музыку и буквально теряюсь у ней на какое-то время. Для рока, металла, разнообразной электроники и даже сложных академических произведений все настолько круто вырисовывается, что, как кажется, большего и не нужно. Естественно, можно добавить ламповой мягкости, но с ней мы потеряем имеющуюся прозрачность, разделение и четкость, а наоборот, сильнее заострив атаки, пострадает мелодика и эмоциональная часть. Однако на чипе MS Pro в вокальных, а также некоторых джазовых и симфонических произведениях ощущается чуть-чуть больше тембральной глубины и ровно настолько же меньше напора. Отчего текстуры кажутся на капельку, но богаче, а сам звук чуть менее драйвовым и грубым. Но это, еще раз повторю, надо прямо выискивать и вычленять. Из чего следует банальный вывод, что более дорогая версия RAV будет звучать капельку красивее, но стоит ли того переплата – огромный вопрос. Я вот реально 2 дня прямо искал хоть какие-нибудь отличия. Конечно, полученный результат будет зависеть от вашего усилителя, наушников или акустической системы, но при условии их соответствия уровню самого ЦАПа это нечто шедевральное. Без перекоса в любую из сторон, бюджетной сухости, раздражающей остроты и гранулярности. Ну и без раздутости, излишнего жира и ухода в монолитную конструкцию. У нас ощущается как микро, так и макроконтраст. Воздуха вот ровно столько, сколько нужно. Чуть подчеркнутое, но абсолютно достоверное разрешение, гармоничное распределение частот и совершенно гениальная выразительность. По сцене никаких вопросов нет. ЦАП дает потрясающую глубину и эшелонирование голографичностью. Позиционирование тоже на самом высоком уровне. То есть для нужд мониторинга или компьютерных игр это просто ультимативное решение. Большего не нужно. Звук здесь хлесткий, подробный, с прозрачностью и чуть брутальным таким характером. Это действительно серьезная техничная подача с грамотно согласованной мелодической частью и эмоциональной выразительностью. У тембров есть глубина и объем, голоса прямо живые и невероятно естественные. Бас собранный, текстурный, а верха логично продолжают середину, дополняя ее перкуссионными элементами и обогащая весь звук резонансами. Из стилистики мне понравилось абсолютно все, включая оркестровую, этническую, рок и акустически сложную джазовую музыку. Это эффектный и потрясающе реалистичный по своему звучанию аппарат, полный экспрессии, различных оттенков, глубины, массы и, конечно, музыкальности. Я бы поставил RAV DAC 1 на один уровень с уже обозначенным мною DO300.
DO300. При этом наш аппарат чуточку злее и напористее, и ровно такой же живой и сверхмелодичный. В сухом остатке стационарный ЦАП RAV DAC1 от компании SMSL порадовал своим обновленным дисплеем, удобной регулировкой уровня и более продуманным дизайном, чем был в DO300. На смену Type-B наконец-то пришел Type-C порт, ну и варианты окраса оказались куда интереснее, чем мы видели в ESS. Технически ЦАП великолепен, начинка тоже просто выше всяких похвал. Для тех же, кто в теме, сделали I2S вход, дали возможность инвертировать фазу, а также разделили фильтры для PCM и DSD потоков. По звуку ЦАП также хорош, как и мой фаворит в лице DO300. Он живой, естественный, немного более напористый и дерзкий, но столь же мелодичный и очень певучий. С прекрасным разрешением, динамикой, представлением сцены, балансом частот и вовлечением в материал. Это серьезный аппарат, подходящий под совершенно любые задачи, то есть моя искренняя рекомендация. А на этом все. Это была модель SMSL RAV DAC1. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме, на которые нужно подписаться. Всем, друзья, добра!